Привет! Компания Motorola представила две складные новинки. Топовую раскладушку Razer 40 Ultra и обычную для народа Razer 40. Дизайн и характеристики этих смартфонов утекли в сеть еще до презентации. Давайте рассмотрим различия от Razer 22 года, как внешне, так и по начинке, и рассмотрим обе версии на примере 40 Ultra. И попробуем сделать выводы, нужна ли такая раскладушка нам от 45 тысяч рублей. Да, цена радует, но давайте обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал, поехали. Razer 40 Ultra оснащен 6,9 дюймовым дисплеем LTPO 2640 на 1080 пикселей до 165 Гц и 1400 нит. HDR10+ поддерживается. Есть также внешний экран на 3,6 дюйма, не маленький, который получил матрицу PIO-LED с разрешением 1066 на 1056. Он поддерживает частоту 144 Гц и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7. Шарнир способен удерживать смартфон под углом. Компания заявляет, что конструкция выдержит 400 тысяч циклов открытия-закрытия. Смартфон предлагает двойную заднюю камеру 12-мегапиксельная f1.5 в сочетании с 13-мегапиксельной f2.2 сверхширокоугольной с автофокусом и макрообъективом. Фронтальная камера на 32 мегапикселя f2.4. Внутри телефона установлены чип Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батарея на 3800 мАч. Да, немного, но не забываем, что это раскладушка. Есть быстрая проводная зарядка на 33 Вт и беспроводная 5-ваттная. В качестве системы выступает Android 13 с фирменной оболочкой. Сканер отпечатка пальцев находится сбоку. Класс защиты корпуса IP52, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, конечно же, присутствуют. Звук стереодинамики с Dolby Atmos, телефон весит 188 грамм. В открытом состоянии толщина составляет всего 6,99 мм, в закрытом 15,1 мм. Цены начинаются от 5700 юаней, это 65 тысяч рублей за вариант 8256, и 6400 юаней, это 73 тысячи рублей за модель 12512. Перейдем к смартфону попроще. Razer 40. Эта версия лишена большого внешнего экрана, да и начинка чуть поскромнее. Давайте поподробнее. Основная панель такая же, складная PIO-LED на 6,9 дюйма, поддерживает частоту обновления 144 Гц, HDR10+, и разрешение такое же. Есть у телефона и внешний экран на 1,47 дюйма со стеклом Corning Gorilla Glass 7. Присутствует двойная камера, основной датчик на 64 мегапикселя и сверхширокоугольный на 13, фронтальная на 32 мегапикселя. Смартфон оснащается также двумя стереодинамиками и поддерживает Dolby Atmos. По процессору Razer 40 получил Snapdragon 7 Gen 1, тоже шустрый процессор, и аккумулятор емкостью в 4200 мАч, даже больше, чем флагман, с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и беспроводной на 8 Вт. Чувствуете, да, разница все-таки есть. По подключению все те же возможности. И тот же боковой сканер пальца сбоку. Стоимость раскладушки начинается от 4000 юаней, это 45 600 рублей за модель 8128, 8256 и 12256 оценили в 4300 юаней, 49 тысяч рублей, и 4700 юаней, 53,5 тысяч рублей соответственно. 45 тысяч за раскладушку считаю отличным вариантом. Ну вот это уже народный складной смартфон. Напишите в комментариях, как относитесь к складным раскладушкам. Я думаю, что пора на этот формат делать минимальный внутренний экран размером в 7,2, 7,3 дюйма. Тогда в этом есть толк. А что вы думаете? Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.